Вы на канале Заметки жизни и я, Игорь Якун. Здравствуйте. Кто в мире не знает этого сказочного замка с заставки кинокомпании Walt Disney и его прототипа замка мечты баварского короля Людвига II Нойшванштайн, новый лебединый камень. Рядом с ними, правильнее сказать прямо напротив, находится замок-дворец, построенный его отцом, императором Баварии Максимилианом II, замок Хоеншвангау, высокий лебединый край. В этом замке, кстати, Людвиг родился и провел свои детские годы. Между ними курсируют конные повозки для перевозки туристов. Нойшванштайн принимает почти 1,5 миллиона посетителей в год, что делает его одним из самых популярных туристических мест в Европе. Замок Хоеншвангау посещает ежегодно более 300 тысяч посетителей со всего мира. А еще и туристы, приезжающие, чтобы пройти по горным маршрутам, итого около 2 миллионов человек. Вся эта масса людей приезжает на вокзал города Фюсен. Приезжают и, севшие на автобусы, едут осматривать замки, в исходные точки пешеходных маршрутов, не останавливаясь на достопримечательностях города. А зря. История города и его достопримечательности не менее интересны. На месте города уже около 260 года существовал римский военный лагерь Форт Фетип, построенный на холме Шлоссберг. Латинское наименование Фоэтибус, как считают, происходит от германского слова «фот» – «нога» и может указывать на местоположение у подножия гор или, как мне кажется, на дорогу Виа Клаудия Аугуста, на маршруте которой он расположен. Об этом и герб Фюсена намекает недвусмысленно. Отсюда и произошло название места – Фозен, потом Фюцен и, наконец, 1424 года современный Фюссен. Эта дорога, ведущая из Аугсбурга через Альпы в Северную Италию, имела большое экономическое значение для регионов, через которые она проходила со времен античности в средние века вплоть до нового времени. Интересно, что еще в 1790 году Иоганн Вольфганг Гёте останавливался в Фюссене во время своего второго путешествия в Италию по все еще существовавшей и проходимой дороге Виа Клаудия Аугуста. Современные дорожные указатели в Баварии установлены на ее сохранившихся участках. А так она выглядит возле Фюссена на озере Форгензее. Около 400 года нашей эры в форте Фетип дислоцировался отряд римского 3-го легиона Италика. В 748 году Магнус, миссионер из Сан-Галена, впоследствии признанный святым, основал у подножия холма Шлоссберг между ним и берегом реки Лех келью. С прибытием большого количества монахов в VIII веке был основан Бенедиктинский монастырь святого Магна, названный в его честь и находящийся под контролем князей-епископов Аусбурга. Высокий замок Фюссена, построенный в XIII веке герцогом баварским Людвигом II на холме над монастырем на месте римского форта, в XIV веке перешел в собственность Аусбургской епархии и стал летней резиденцией князей-епископов. В замке также разместился управляющий церковными землями округи Фюссен. В дальнейшем возле монастыря и замка вырос город Фюссен, получивший городские права около 1290 года. В 1363 году замок уже был включен в систему городских укреплений. Начиная с 1486 года подвергся масштабной реконструкции и расширению, что и по сей день определяет облик комплекса. Высокий замок до наших дней во многом сохранил свой архитектурный облик в позднеготическом стиле. Более поздние изменения коснулись в основном внутреннего интерьера. Замок расположен у восточных подножий хребта Фалькенштайн, на другом конце которого находится замок Фалькенштайн, самый высокогорный замковый комплекс Германии. О нем я рассказывал в сюжете о свободном государстве Бавария. Фасады зданий замка оштукатурены. Около 1499 года фасады дворцовых крыльев замка и надвратная башня были украшены богатой архитектурной и редкой иллюзорной живописью. Окна обрамлены и украшены росписью, что создает иллюзию выступающих фасадов. Считается, что главным мастером был художник из Хехингена Фиделис Эйхеле. В северном крыле замка на втором этаже в рыцарском зале имеется позднеготический, красочно расписанный резной потолок с фигуративными полурельефами, приписываемые Йоргу Ледереру. В помещениях замка, в том числе в рыцарском зале, располагается филиал Государственной галереи баварских художественных собраний. Постоянная экспозиция занимает 6 залов.
Здесь представлена швабская живопись периода поздней готики, таких мастеров как Ганс Гольбейн-младший и других, а также скульптура этого периода, в том числе и некоторые работы Йорга Ледерера. В муниципальной галерее, расположенной здесь же, представлены работы Мюнхенской школы XIX века, а также работы местных художников. Высокий замок вместе с расположенным чуть ниже монастырем Святого Магна образует характерный ансамбль над старым городом Фюссен. Бенедиктинский монастырь Святого Магна был построен в первой половине IX века на месте, где святой обустроил келью и часовню, в которых его посетил Пипин Короткий, первый король франков из династии Каролингов, отец Карла Великого. О знаменитом реликварии Карла Великого я рассказывал в одном из своих сюжетов. Между 1696 и 1726 годами архитектору Йогану Якобу Геркомеру удалось превратить средневековый монастырь в представительный, симметрично организованный комплекс зданий в стиле итальянского барокко. Превращение монастырской церкви из средневековой базилии в барочную церковь в венецианском стиле было призвано создать из нее монументальный реликварий Святого Магна. Впервые в архитектуре южногерманского барокко жизнеописание святого послужило основой для живописного цикла фресок всей церкви. Но не только эти фрески эпохи барокко придают церкви уникальность. Под главным алтарем находится романская крипта IX века, украшенная фресками X века, на которых изображены святые Магнус и Галл. Это одни из самых древних сохранившихся фресок в Баварии. Барочный главный алтарь. Перед ним ультрамодернистский, так называемый народный алтарь в виде квадратной пластины из акрилового стекла. Был создан мюнхенским ювелиром Германом Юнгером в 1970 году. Он расположен под световым проемом в крипте Магнуса. Над ним висит крест из акрилового стекла с мощами святого Магнуса, осколком ребра, посохом, наперстным крестом и чашей Магнуса. Посох был найден в могиле под главным алтарем в 15 веке и приписывается святому. На протяжении столетий его использовали в регионе для благословления полей, защиты от нашествия вредителей и непогоды. Нельзя не сказать об органах церкви. Основу главного органа в стиле барокко составляет инструмент 18 века работы мастера Андреаса Егера, несколько раз перестроенный и реставрированный. Но церковь располагает и вторым стационарным органом. Хоровой орган, построенный этим же мастером Егером в 1750 году, имеет уникальную конструкцию. Трубы органа направлены вниз и уходят под пультом и местом органиста в подпол. У входа в хор установлены две большие люстры в виде драконов. Они созданы вместе с драконьим креслом в хоре в 1724 году Томасом Зейцем и отсылают к легенде о святом Магнусе, который победил драконя в ущелье близ Росхауптена. Сейчас церковь Святого Магна является католической приходской церковью города. Как и всякий великий проповедник, святой Магнус оставил не только нематериальный след в истории в виде крещения язычников Альгоя в христианство, но и материальный. Выше от монастыря по течению реки Лех, в месте, где плотина Лехфаль перегораживает реку в самом узком месте, создает живописный 12-метровый водопад, находится Магнус-стрит, углубление в скале в форме следа от обуви. Согласно легенде, это след святого Магнуса, который он оставил, перепрыгивая через ущелье при помощи ангелов, изгоняя демонов. Верующие приписывают целебные свойства дождевой воде, которая там скапливается. Расположенная на территории монастыря часовня Святой Анны сегодня является частью городского музея. Первоначально построенная в IX веке, была первой монастырской церковью аббатства Святого Магна. Сейчас выглядит очень скромно. Но часовня имеет одну неповторимую особенность. Она содержит знаменитое монументальное произведение «Пляску смерти в Фюссене», старейшее из сохранившихся произведений такого рода в Баварии. Этот художественный жанр был широко распространен в европейском искусстве Средневековья и раннего нового времени. Он изображает смерть как неизбежное явление, часто в виде скелетов, ведущих живых. Аллегорическое изображение, в основе содержания которого лежали идеи о ничтожестве человеческой жизни, о мимолетности земных благ, о равенстве всех и каждого перед лицом смерти, внезапно сражающей и папу, и императора, и последнего из простолюдинов,
одинаково неумолимо уносящая и старца, и юношу, и младенца. Этот сюжет используется в изобразительном искусстве, литературе, музыке и в более позднее время. Взять, к примеру, песню «Танец смерти» с одноименного студийного альбома 2003 года британской хэви-метал группы Iron Maiden. Но вернемся к самому изображению. Создано оно в 1602 году фюссенским художником Якобом Хибелером. 20 отдельных изображений на деревянных панелях, снабженных текстом. На последней панели пляски смерти художник изобразил себя. Смерть говорит ему: «Якоб Хибелер, перестань рисовать, брось кисть, ты должен уйти». На что художник отвечает: «Я нарисовал танец мертвецов, его надо еще сыграть, иначе он будет неполным». Другими словами, необходимо прожить жизнь полной и оставить о себе память, станцевав свой танец жизни. Великолепен императорский зал аббатства, созданный в 1721-1723 годах по проекту архитектора Иоганна Якоба Геркомера и расписанный фресками художником из Кемптона Францем Георгом Германом. Росписи зала иллюстрируют выдающуюся роль ордена бенедиктинцев в истории церкви. С 1951 года ежегодно в мае и июне в зале проводятся традиционные концерты камерной музыки. Здание библиотеки монастыря, построенное по проекту того же архитектора Геркомера в 1719 году, украшенное итальянским художником Франческо Бернардини и скульптором Антоном Штурмом, считается самым оригинальным в Баварской Швабии. Необычное овальное здание библиотеки образует центр южно-барочного фасада комплекса. Интерьер имеет отличительные особенности, такие как высокий купол и особенно большой овальный проем в середине помещения, через который открывается вид на трапезную, столовую монахов. Эту архитектурную концепцию следует понимать как символический знак, символизирующий единство духа и тела, духовного и физического питания. Зимой во время сильных холодов проем закрывали овальной крышкой в виде картины маслом, созданной художником Францем Антоном Цейлером и изображающую триумфальную колесницу основателя ордена Святого Бенедикта, запряженные 4 континентами, то есть власть церкви и ордена распространяется на всю известную тогда сушу. Очень любили люди того времени различные аллегории. Кто любит барокко, получит огромное наслаждение от посещения монастыря. В части бывшего монастыря Святого Магна располагается и городской музей Фюссена. Здесь представлены экспозиции, посвященные истории города, истории монастыря, а также уникальная экспозиция, посвященная изготовлению лютней и скрипок в Фюссене. Город Фюссен считается колыбелью лютневого и скрипичного искусства в Европе. Тот факт, что небольшой городок Фюссен, расположенный на северной окраине Альп, когда-то был важным центром изготовления музыкальных инструментов, является результатом ряда различных факторов. В первую очередь наличие сырья. Первое упоминание о производстве лютни в Фюссене относится к 1436 году. В 1562 году мастера лютни Фюссена объединились, чтобы создать первую в Европе гильдию мастеров лютни. В Фюссене, население которого в то время составляло около 2000 человек, работало до 20 мастеров по изготовлению лютней. Благодаря членству в гильдии и строгим условиям, регулирующим практику этого ремесла, число постоянных мастеров должно было быть ограничено уровнем, который обеспечивал бы средства к существованию и пропитание для всех. Таким образом, это заставило многих талантливых молодых мастеров и подмастерьев эмигрировать. Большой рынок сбыта в Венеции с ее 14 оперными театрами и театрами в других итальянских городах привел к тому, что в 16-17 веках около 2/3 всех лютневых и скрипичных мастеров Венеции и Падуи были выходцами из Фюссена. Выходцы из Фюссена занимались изготовлением лютней и скрипок также в Риме и Неаполе. Эмигрировавшие мастера часто поддерживали связь с родиной, закупая часть древесины в регионе Фюссен, а также с родины поступали подмастерья и ученики. Этому способствовало и наличие дороги Виа Клаудия Аугуста. Начиная с 16 века итальянская Кремона стала известна как центр производства музыкальных инструментов, благодаря скрипкам семей Амати и Руджери, а позднее и продукции мастерских Гварнери и Страдивари. Считается, что именно Андреа Амати придал семейству скрипичных инструментов их окончательный современный облик. Вот одна из его скрипок из собраний Метрополитен-музея.
созданная около 1560 года, что делает ее одной из самых ранних известных скрипок, существующих на сегодняшний день. Возможно, к этим достижениям приложили свою руку и мастера из Фюссена. Кстати, Фюссен является городом-побратимом Кремоны. Скрипичные лютневые мастера, выходцы из Фюссена, работали не только в Италии, но и в других городах Германии – Праге, Лондоне и, конечно, столичной Вене. 60 венских скрипичных мастеров ведут свою родословную из Фюссена. Самым известным среди них, безусловно, был Франц Гейсенхоф, которого называли венский Страдивари. Каспар Тиффенбрюкер, родившийся около 1514 года близ Фюссена, считается одним из самых выдающихся мастеров лютни и скрипки своего времени. Происходил из известной семьи мастеров музыкальных инструментов. Работал в Фюссене, Италии, но большую часть жизни провел во Франции. Тиффенбрюкер считается основателем французской школы изготовления лютней и скрипок и, вероятно, был одним из первых мастеров, изготовивших скрипку в той форме, которая широко используется сегодня. Скрипки Каспара Тиффенбрюкера сегодня встречаются редко. Его сын, тоже Каспар, занимался изготовлением лютней и скрипок в Париже. Благодарные земляки установили статую Тиффенбрюкера на фонтане «Лютневый мастер» в Фюссене, на Хлебном рынке, как напоминание о великой традиции изготовления лютней и скрипок в городе. Автор бронзовой фигуры – скульптор Йозеф Михаэль Нойштифтер. Прервавшаяся была в XIX веке традиция скрипичных мастеров была возрождена энтузиастами в XX веке. В 1982 году швейцарец Пьер Шобер, мастер по изготовлению скрипок, вместе с мастером по изготовлению щипковых инструментов Урсом Лангенбахером основал мастерскую по изготовлению скрипок в Фюссене. Теперь в этой мастерской, расположенной в старом городе, изготавливают не только скрипки, виолончели, гитары, но и производят ремонт старых инструментов. Некоторые его ученики уже получили квалификацию мастера и открыли собственное дело. Сейчас они продолжают старую традицию, спустя 150 лет после угасания производства музыкальных инструментов в Фюссене. С 2003 года фестиваль музыки Велсайтик проводится ежегодно в Фюссене в августе-сентябре. Идея заключается в объединении места изготовления струнных инструментов и игры на этих инструментах. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы известных исполнителей для молодых музыкантов и всех желающих. Но не только своими музыкальными традициями знаменит Фюссен. Это еще и спортивный город. И, конечно, основными здесь всегда были зимние виды спорта. Не могу не рассказать о местном хоккейном клубе ЕВ Фюссен, который был одним из ведущих хоккейных клубов Германии с конца 40-х по 70-е годы 20 века. 16-кратный чемпион Германии, является вторым по успешности немецким хоккейным клубом. В 1973 году клуб также стал последним чемпионом Германии по хоккею с шайбой, выигравшим чемпионат без участия иностранных игроков. С середины 70-х годов великая эпоха подошла к концу. Хоккей с шайбой в маленьком городе больше не мог конкурировать с клубами из крупных городов. Клуб обанкротился. В настоящее время существующий хоккейный клуб Фюссен, который играет в третьем дивизионе Оберлиги, является трамплином для молодых хоккеистов. Сегодня регион вокруг Фюссена – это туристический центр, известный как Кёнигсвинкель, королевский уголок. Регион славится не только королевскими замками Хоеншвангау и Нойшвайнштайн, высоким замком Фюссена, но и колоритными руинами замков Фалькенштайн, Хоенфрайберг и Айзенберг. Эти достопримечательности вписаны в живописный горно-холмистый ландшафт с многочисленными озерами, включая Форгензее, Банвальдзее, Хопфензее и Альпзее, расположенные у подножья Амергаузских и Альгойских Альп. Ко всем достопримечательностям проложены туристические маршруты. Если вы поедете на экскурсию в замке, не пробегайте через город. Остановитесь, побродите по его улочкам, посетите его удивительные места, посидите в кафе, постойте у памятника Каспара Тиффенбрюкера, вспомните о том вкладе в музыкальную культуру, которую внесли скрипичные мастера Фюссена. И, возможно, резонаторный завиток в форме латинской буквы F на скрипках и виолончелях – это их послание потомкам и напоминание об их городе. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. До свидания.